Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет орел, и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты. Все мое. Размечтался. Я вообще смотрела программу. И я знаю, что может выпасть решка. А значит, премиальная карта MasterCard моя. И все ее возможности мне. Да-да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не решка. Это орлица какая-то. Всем привет! Это Орел и Решка Чудеса света. Антош, мальчик мой, у меня один вопрос. Что? А куда ты меня привез? Что это за сарай? Так, ты просила только не Алания. Между прочим, это Танзания. Так. И наше чудо света самое длинное озеро в мире. Танганьика. Кстати, ловите факт, который забудете через минуту. Вот все цветные рыбки, которые в нашем аквариуме, они отсюда, с этого самого озера. Бульк! Ай, рыба моя, тилапия, давай подбрасывать. Давай. Орел. Решка. Ну видишь, как тебе повезло. Рядом с ним и будешь тусоваться. Все, давай. Ты зато увидишь озеро с самого дна своего падения. Давай. С дна падения. Ладно, чем богаты, тем и рады. Килиманджаро. Большая африканская пятерка. Пляжи Занзибара. Эти чудеса Танзании не требуют представления. Но здесь есть одно малоизвестное чудо. Танганьика – самое длинное и самое рыбное озеро в мире. О нем мало кто слышал, но вы точно видели его жителей. Пестрые рыбки, которые плавают в наших аквариумах, именно из вод Танганьики. Ну что, ныряем в чудо света? Озеро Танганьика делят 4 страны – Конго, Бурунди, Замбия и Танзания. Удобнее всего смотреть на чудо света с берегов Танзании, в городе Кигома, который буквально стоит на озере Танганьика. Hello, excuse me, can I change $100? Так это деньги, девчата, куда вы бежите? А почему они боятся меня? Is it $100? Yeah, I need to change it. No, you don't have that. The fully of exchange. Yeah. Maybe go to the bank there. You can get it. Боже, я на обочине жизни. Мне негде менять деньги. Иностранные туристы редко балуют Кигому своими визитами, поэтому в местном аэропорту нет ни обменника валют, ни такси, ни автобуса. Главное достоинство аэропорта Кигомы, что он вообще здесь есть. Наше чудо света озеро, а значит, на 100% состоит из воды. Поэтому передвигаться по нему я буду на лодке. Так что машина мне нужна лишь как транспорт до транспорта. Большинство дорог в Танзании – это утрамбованная красная глина. Поэтому самый надежный здесь транспорт – это внедорожник. Вау! Мое вау больше вашего вау. А? Мама Наджма. Сын Светланы. Nice to meet you. Let's get... Oh, so. I will open. Don't... I'm a gentleman. Okay. You're welcome. Мой Nissan Murano один на весь город. За то, чтобы проехаться на нем 15 минут до чуда света, с туриста берут $90. Роскошь в Танзании – это дефицит. Если хочешь ездить с комфортом, плати втридорога.
А вон и наша красотка идет. Ну слушайте, ну жарко же, грязно, можешь подвезти. Стоп, стоп. Ну, Можешь я подвезти? за, конечно. Не тебе, Игорек. Игорек, может подвезти тебя. Давай, садись. А я? Тут мест тоже немного, пойми. Поехали. Давай, Анфис, ты береги себя. Let's go, let's go. Мне нужна бричка! Брички простых танзанийцев – это велосипеды, мотоциклы и тук-туки, на которых местные катают туристов в город. Hello. It's tuk-tuk. Yes. How much it costs to go? 2,000. I need to go to the town, to the center No of the problem, town. no problem. But problem is I have no money now because there is no places to change money. So I need to change money in town and then I will pay you. Короче, поехали. Я заплачу, нормально договоримся. Я еду, все. Все. Ой, поехали. Просто какая-то вечеринка нескончаемая. Только приехал, уже понеслось. Да ты на дорогу смотри. Мне так нравится, он на дорогу даже не смотрит. Я не понимаю, почему у меня смена драйвера? Yeah, me. Все-таки ты, да? Не, ребят, если мы так каждые 5 секунд будем пересаживаться и менять водителя, я так никогда не доеду. So, you will give me to the town. Bring me, give me. Короче, все, я поехала. А что, эта гурьба вся со мной поедет, что ли? Я не понял. Я как бы... Это что за танзанийские альфонсы? Они уже со мной согласны ехать. А платить буду я, да? Шикарно. That is amazing car. Yeah, I see. Amazing. В Танзании вокруг белой туристки всегда вьются местные мачо. Но, девочки, не ведитесь. Танзанийцев манит не наша экзотическая внешность, а наши экзотические доллары в кармане. Местные парни только и думают, как бы очаровать туристку и развести на деньги. Двое нагло упали мне на хвост и поехали со мной в город. Они постоянно что-то говорят и орут на своем, я не понимаю. Городок Кигома – это танзанийская глушь со всеми прелестями Африки. Трущобами, разрухой, мусором, пылюкой и нищетой. Самое примечательное, что есть в городе, это фонтан в форме рыбы. Его посвятили озеру Танганьика, а точнее рыбе, которая водится в его водах. Больше в Кигоме ловить нечего. Поехали смотреть, есть ли что ловить на чуде света. Водитель тук-тука по большому секрету рассказал мне, что на центральном рынке можно поменять деньги у любого продавца. Ух, весело, конечно, весело. Так, я в самом центре города. Ну, базар вокруг. А, местная императрица. Excuse me, can I change money? $100, no? Not change here. Banky. Go to Banky. Okay. Местные менялы боятся попасть с поличным, поэтому при виде камеры отникиваются. Но стоит только выключить камеру, и доллары превращаются в шиллинги. 230 тысяч местных шиллингов. И тратить их можно только в Танзании, вывозить их нельзя, поэтому гуляю на все. So, thank you very much. Ага, thank you. А еще вот это вот красивенькое какое, а, моя бусинка. Вслед за водителем деньги стал требовать и мой попутчик.
Помните этого мачо, который без спроса залез в мой тук-тук и доехал со мной до рынка? Он просит у меня денег, чтобы доехать обратно. Говорит, да, нормально. But you're a boy, you're a man. You're Ты главный в семье, в конце концов. Я что, тебе рабочая лошадь? Ну что я должна? Я тебя спонсировать должна. Вот как работает разводняк по-танзанийски. Стоит засветить деньги, как местные в наглую их клянчат. Короче, I will give you... Кто-то скажет, что я сглупила, но иногда мужчине проще уступить, чем объяснить, почему нет. Бай-бай, он сказал мне пока. Все. Вот оно, озеро Танганьика. Самое длинное пресноводное озеро в мире. Вы этого не видите, но поверьте, пересечь его в длину — это как проехать от Киева до Краматорска. Самый пафосный способ бороздить просторы Танганьики — это арендовать приватную лодку с экипажем. Спасибо, матушка. Thank you. Вот так выглядит VIP-лодка по-танзанийски. Деревянная моторная шлюпка с диванами под навесом. Адекватная цена такой лодки — $50 в сутки. Но танзанийцы хотят заработать на белых туристах и просят в 4 раза больше — $200. Оправдывают стоимость тем, что к лодке прилагается капитан, помощник капитана, личный гид, личный повар и личный матрос. Класс! Жалко, что не всей Танзании собрались. Let's go! Помчали к чуду света! Для первого свидания с озером Танганьика не обязательно тратить $200 на лодку. Можно просто выйти на любой берег в Кигоме за бесплатно. Вот оно чудо, озеро Танганьика. Даже берегов не видно, это просто море какое-то. Ой! Мама. Ух. Где лежаки? Ну-ка, тепленькая, не тепленькая. Так. Ну, соленая, интересно. Я не умру, если я попробую? Не, пресная. Тепленькая. Первое, что стоит сделать бюджетному туристу на озере Танганьика, это прогуляться и посмотреть, как живут люди на его берегах. Местные плавают в озере, моют свои мотоциклы, стирают белье и моются сами. Интимный момент такой. Can you explain me А почему вы здесь купаетесь? Дома воды нет, воду включают только 3 раза в неделю. Это озеро является всем для местных жителей. Это для них и стирка, и покупаться можно. И рыбу они добывают здесь, соответственно, деньги зарабатывают. Ну, в общем, озеро кормит все местное население. На берегах Танганьики живет около 5 миллионов танзанийцев. И каждый 100-й из них – рыболов. Рыбак в Кигоме считается самой высокооплачиваемой профессией. В месяц получается нарыбачить на $50.
а иногда и на 150. Для простого танзанийца это целое состояние. Он дышит, он еще жив. Но чаще всего в сети местных рыбаков попадается вот такая мелкая рыбешка – дага. Какой великолепный запах я чувствую. Здесь же просто поля с рыбой. Ее, видимо, выловили и положили под солнышко сушиться. Посмотрите, какое количество этих столов. Эта мелюзга – основная еда местных. Это вот вы ту рыбоньку, собственно, и едите, да? Ну, ты меня понял. Ой, с кетчупом вообще отлично заходит. Кигома вообще не туристическое место. Мне кажется, я здесь единственная туристка. И я бы здесь никогда, наверное, не оказалась, но, ребята, стоит сюда приехать, чтобы своими глазами увидеть весь этот колорит. Это просто немыслимо. Я нахожусь в какой-то другой реальности. А мне интересно, у него сначала зубы вылетели, и после этого он решил так реализовываться? Или все-таки специально их выбил, чтобы так реализовываться? Непонятно, как это все происходило. Рабочий день рыбаков заканчивается еще до обеда. Потом они до вечера валяют дурака, играют в местную игру «Эбау», режутся в карты и, конечно же, пристают к белой туристке. Не надо меня обнимать, не надо, не надо! Май гад. Все, санитайзер мне не поможет, мне надо нырять в спирт. Отпусти меня, любишь? Отпусти. Ну, пусти. I love you. Really? I love У меня тут каждый второй love me. I love you. You love me? Ты уже, я не знаю какой, я уже все. Тут все происходит. Начиная от I love you, заканчивая дай денег, и, ну, у меня нет слов. Воды Танганьики кишат рыбой, которую можно не только ловить и есть, а еще и ею любоваться. Говорят, что нырнуть в Танганьику – это то же самое, что окунуть голову в домашний аквариум и увидеть там королеву Танганьики, голубого лампролокуса, лимонную цихлиду, красную кигомы, принцессу Бурунди и еще 350 видов цветастых аквариумных рыбок. В общем, вы поняли, главная развлекуха туристов на Танганьике – это снорклинг. Доплачиваешь капитану $50, и он причаливает к самой рыбной бухте. Максимальная глубина озера Танганьика 1470 метров. Ради вас, чтобы показать вам его флору и фауну, я готов рискнуть собой и погрузиться на 1,5. А если повезет, то и на 2 метра. Нашел стаю малюсеньких рыбешек, плывущих навстречу косяком в другую сторону.
Но они такие малюсенькие. И пока что ощущение, что над водой гораздо красивее, чем под водой. Закрадывается подозрение, что меня снова развели. Капитан пришвартовал лодку в первом попавшемся месте. Не самом рыбном. Ну, Красное море и Большой барьерный риф могут спать спокойно. Рыбы тут размером с хлебок вечность. Для таких, как я, белых и богатых туристов, которых занесло на озеро Танганьика, здесь построили люксовый отель Мбали Гомбе. Алло. Вот это я понимаю встреча. Welcome song, welcome drink, welcome food, welcome bro. Опа! Тяжелый люкс. Это у вас красные ковровые дорожки прошлый век. Мешочная дорожка. Ваши вот эти канские фестивали, африканские. Лодж – лучшее место для отдыха богачей в Танзании. А если лучше, значит не сюда. Thank you. Люблю с премиальной картой MasterCard решать вопросы быстро. Каких-то пару секунд и получаю роскошный отдых. А с MasterCard так всегда. Всегда получаешь больше. Обезьяну на сдачу куплю. Вот твой номер, Акуна Матата. Джамбо, вот твой номер. Мужики, спасибо. Спасибо. Ну хорош, все хорошо в меру. Дальше я сам, окей? Спасибо. Спасибо. Лучшая музыка — это тишина, парни. Ну, вообще, с первого взгляда это похоже на такую большую походную палатку для зажравшегося туриста. Цены в отеле рассчитаны исключительно на богачей. За номер в виде палатки под крышей я заплатил $860. Давайте поймем, за что я отдаю такие деньги. Прослеживаются следующие тенденции. Дерево и брезент. А это уже концепция. А концепция стоит дорого. В стоимость лоджа входит огромная охапка живых цветов и приятная компания из местных. Повторяйте это упражнение несколько раз в день и вызовите Вельзевула. Напомню про единение с природой. Обратите внимание, как грамотно плафон из соломы переходит в коровий рог. Естественно, ни одна корова не пострадала. Она сделала это добровольно. Воу. Тут есть свой личный будуар с унитазом, душем и, на секундочку, горячей водой. А если серьезно, кто уже строчит гневные комментарии «За что такие деньги?», рассказываю. $860 хозяин отеля не кладет себе в карман. Большая часть денег идет на благотворительность. Хозяин отеля спонсирует школу-интернат, в которой учатся 750 детей из малоимущих семей. Местные ательеры, рестораторы и турагенты специально взвинчивают цены до небес, чтобы помогать городу. На деньги туристов строятся водонапорные башни с питьевой водой, дороги и школы. В Кигоме и ее окрестностях всего 10 школ, а людей здесь живет 2 миллиона. Как у них тут все продумано, все до детальки. Захотелось у себя дома тоже навести красоту. Обычно на e-каталоге я себе смотрю всякую технику и гаджеты по адекватным ценам. Но есть тут раздел с ремонтом, где все необходимое. Смотри и выбирай. А чтобы не потеряться в выборе, можно использовать функцию серии. Например, можно подобрать всю сантехнику в ванной в одной стилистике. Это экономит время, а я за экономный шопинг. Все детали по ссылке в описании.
А для таких, как я, небогатых туристов, на берегах озера Танганьика тоже построили жилье – хостелы и гестхаусы. Но до них еще нужно доплыть. How much it will cost to get to the hostel by boat? Ah? More than 15? So, ой. О май гад. Мои африканские фанаты. Вся деревня пришла провожать. Чтоб всегда так. Ну, драндулет мощный. Мне очень интересно, я не утону на этой лодочке-то. Тут вода вообще внизу. Все, она протекает как-то. Ладно. Уже еду. Отдыхаю. Looks luxury. За 15 минут я не утонула и приплыла в гестхаус Джакобсен-Бич. Опа! Thank you. Представляете, на территории гестхауса есть свой мини-зоопарк. Только животные не в клетках, а свободно разгуливают рядом с тобой. Никогда еще не кормила зебр. Интересно, они меня не убьют? Они ж дикие. Ой-ой, ой. Эй, погоди. Погоди. Ой-ой-ой. Ну ладно, на. Моя шляпка. Вот он, бананчик, вон он. Внизу, вот смотри, упал. Все понятно. Ладно, окей. Игорь, я боюсь. Вот, моя хорошая, все. Вот еще уронила. Смотри, бананчик. Вот, моя хорошая. Вот она, вот она, вот она. И вот еще. Не-не. Ой-ой. Не, подожди, больше нет. Больше нету, вот там остался. Игорь, она это... Мама. Все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, их много. Их очень много. А почему у нее голубые яйца? У него, точнее. Вы же тоже это видите? Увидите такое, знайте, перед вами мартышки-верветки. О, боже. У меня больше нету. Ребята. Все, что могла, я все отдала. Между прочим, в пол. То есть у меня супер обзор. И я так предполагаю, что ночью здесь бегают дикие животные, и я их буду видеть и слышать. Что еще? Люстрочка. Но я думаю, что это не люстрочка, а это все-таки сеточка от комаров. Боже, как я тебя мечтала, как я хотела. Удобно, кстати. Розеток тут нету. Розеток нет. Ну ничего, это можно пережить. Зато какая локация. Ой, хорошо как. Где я буду? Туалет. А туалет здесь, как у нас на дачах, стоит отдельно. Да, это он. Туалет, раковина и душ. А главное, что нет крыши, только сетка. Здорово, конечно, тут сидится, созерцается, но у меня есть еще одно дело.
Изначально я хотел спрятать в бутылку рядом с озером Танганьика целое море улыбок и океан счастья. Но правила заставляют меня оставить вам $100. В Танзании клад ищите в городе Кигома. Поезжайте по трассе Б-381 до департамента юстиции, а потом пройдите еще 180 метров вдоль дороги в лес. Бутылка со $100 спрятана в переплетенном дереве. Удачи! Озеро Танганьика изобилует рыбой и кормит всю Танзанию. И маленькую часть иностранщины в виде меня. Я заказал себе не абы какую рыбу, а yellow belly fish. Он же золотистый окунь. Какая она нежная. Кстати, совсем не жирная, хотя казалось, что будет наоборот. Золотистого окуня местные называют озерной курицей, потому что по вкусу эта рыба напоминает куриное мясо. В доказательство того, что она вкусная, я ее умял в мгновение. Вот, осталась только флюорография рыбы. Гордая осанка, без сколиоза. Ну что ж, я приехала на ночной рынок, на людей посмотреть, себя показать и поесть. Рынок Мванга раскладывает свои прилавки с 7 до 11 вечера. Здесь можно купить и попробовать то, чем богат этот танзанийский край. Бананы, какие-то корнеплоды, картоха. Но ничего готового я пока не вижу, я очень хочу жрать, поэтому я сейчас иду, просто ищу. Мясо для местных танзанийцев – это деликатес. На рынке Мванга прилавки ломятся от рыбы. Любимая вкусняшка местных – это сушеная даага. Здесь ее едят как семечки. Hello. I can eat it now? Окей. Ну, чипсики такие, рыбные. Я не хочу покупать целую горку. Фу. Горькая, безвкусная, с горечью, рыбеха, обваленная в крахмале. Я хочу плюнуть, извини. Excuse me. Sorry. Не зашло. На втором месте в рейтинге рыбных вкусняшек рыба мигебука. Есть вяленая мигебука, закрученная как бублик, а есть копченая. How much? 2000. Даже не одна. Окей. Ну, выглядит она, конечно, мягко говоря, так себе. Вкусненько. Я уже настроилась, что все, атас. Нормально. Классная копченая рыбонька. Хорошо заходит. Да, шумное местечко. Правда, знали бы они, как легко можно пошопиться у нас. На Е-каталоге, во-первых, огромный выбор товаров. И все удобно структурировано. Вот прям как ряды на рынке, так и тут. Все по разделам.
Ты не спрашиваешь, сколько что стоит, а сам выбираешь удобный для тебя ценовой диапазон. Не нужно даже самому домой тащить, потому что есть доставка и даже в регионы. Ну вот, я пока вам рассказывала, уже успела выбрать холодильник для бабушки с доставкой на дом. За удобным шопингом ныряй по ссылке в описании. Света нет, меня никто не найдет, даже комары. Спокойной ночи. Я понял, что это в мультиках животные улыбаются и машут. А в жизни ты ночуешь в этом лодже, будто в коммунальной квартире, где твои шумные соседи бабуины, цикады, кабаны и тысячи насекомых. Ну ничего, я на вас заяву льву накатаю. Вас всех отсюда повыселяют. Все, встаю. Если вы приехали на озеро Танганьика на уикенд, потратьте весь второй день на деревушку с забавным названием Бугаага. I need to go to Бугаага. А? 4,000? Окей. Ой, подождите, стой. Игорь, пойдем. Так. Как я скучал по вам, парни. Но все, теперь пора сваливать. Ну расширьте уже репертуар. С развлечениями на озеро Танганьика, мягко говоря, туго. Хотя, чего жаловаться, мы же не в Диснейленд приехали. Но все же один аттракцион на Танганьике есть. Координаты. Заповедник Гомбе. Цель высадки. Выслеживание человекоподобных приматов, они же шимпанзе. Мой напарник Самджи. Go! За вход в национальный парк нужно платить отдельно. Да без проблем. Асанте. Национальный парк Гомбе – это дом для 110 шимпанзе. Правда, в гости к ним бесплатно не придешь. Нужно заплатить $118 за входной билет и еще $27 гиду. Sema kwamba nimeona sokwe. Tumeona sokwe mmoja, over. What happens? Which place you see that chimpanzee? Санджи сказал, что ему сообщили координаты, где прямо сейчас находится шимпанзе. Опа, идет, вниз. Прямо на меня спускается шимпанзе. Санджи сказал надеть маску. Это обязательное условие. Себе дойти. Он несколько раз поворачивался головой. И обратите внимание, какая подвижная мимика, и это такой восторг, когда ты узнаешь в животном свои эмоции. Знаете ли вы, что шимпанзе – это ближайший наш родственник? Ученые расшифровали ДНК человека и шимпанзе и выяснили, что они совпадают на 98%. Если грубо, то меня от этого шимпанзе отличает только размер мозга и умение разговаривать. Все, уходит. Ну все, ушел, символично повернувшись спиной к нам и к эволюции. Смотри, это фрукт Саба Флорида. Шимпанзе его обожают. Они от них пьянеют, дерутся, валяются на земле.
А потом Санджи привел меня к семье шимпанзе. Их трое. Их трое там в семье. Это мама шимпанзе, папа шимпанзе и их 3-летний малыш. Санджи рассказал, что родители нянчат своих детенышей до 5 лет. Со стороны они выглядят очень милыми, дружелюбными, человекоподобными. Вон вся семья на пикнике ковыряется друг в друге. На самом деле именно здесь произошла кровожадная история, когда шимпанзе утащил 14-месячного ребенка и съел его. Так что не ходите, дети, в Африку гулять. Без Санджи. Через час я приехала в деревню Бугага. Что происходит вообще? Это самодельные самокаты, что ли? Сколько детей, мама дорогая. В то время как наши дети гоняют на электросамокатах, в деревне Бугага детвора гоняет на деревянных. Sorry, can I try? Can you give me? Yeah? Как он это делает, а? Вот это драндулет, конечно. Вообще неустойчивый. Но я представляю, что для них это главная забава. Давайте посмотрим, из чего сделан этот самокат. Это просто палки, которые как-то каким-то образом соединены. Здесь загнутые гвозди, а колеса... Даже какая-то типа шина, резина поверху есть. Так, опять же, крышечки, я так понимаю, что это немного стилизация такая происходит. Вау. Это действительно довольно сложный механизм. Здесь много всяких деталек, но они сами до этого допетрили и сделали. Sorry, а what is it? О, он в эту баночку заливает масло и смазывает дерево, чтобы оно ехало лучше. Даже баночка для маслицы. You made it by yourself? Yeah? You made it. Это очень круто. Конечно, жалко их безумно, что они, да, живут в таких условиях. Но зато как ценно то, что они живут полной жизнью. Потому что они не сидят круглосуточно в планшетах, как делают это многие дети. У них реальная жизнь. Вот сам себя взял, смастерил самокат и гоняешь на нем. Круто. Парни, когда я взмахну, вы должны быстро поехать и вернуться обратно. Кто первый приедет, тот и победит. Моджа, Билли, Тату. 1, 2, 3, Моджа, Билли, Тату, yeah? Okay. Моджо, Билли, Тату. Вот это вот африканское ралли. Танзания не перестает меня удивлять. Я в шоке. Ого, такие быстрые, они уже обратно едут. Winner! 2 место, 3-е, 4-е. О. Все победители, все. Но вот этот был the first. О май гад. Ну что, победила дружба. Все старались, все молодцы, все мчали, колеса отваливались. Ребята, у меня для вас кое-что есть. Оп. Фломастер. Стоп. Все, фломастеры ушли. У меня было $100 на 2 дня. Я не знаю, сколько месяцев семьи живут здесь на эти деньги. Для этих детей не то что деревянный недовелосипед, для них обычный фломастер уже невиданная роскошь.
Это было невероятно. Я никогда еще не видела, чтобы дрались из-за фломастеров. Но все молодцы. Главное теперь уйти и объяснить им, что у меня больше для них ничего нет. Избалованный зритель «Орла и решки», возможно, покрутит носом и скажет, что озеро Танганьика – это не чудо света. Цветастых рыбок толком не разглядишь. Над водой гораздо красивее, чем под водой. Местные то и дело разводят на деньги. Я тебя спонсировать должна. Да и ловить здесь нечего. Но для людей, которые живут на берегах Танганьики, это больше, чем чудо. Озеро кормит, дает работу, но главное дарит надежду, что сюда будут приезжать туристы, и жизнь на Танганьике станет по-настоящему чудесной. Я нахожусь в какой-то другой реальности. Рыбы тут размером с хлебок вечность. Не надо меня обнимать, не надо, не надо! Красные ковровые дорожки прошлый век. Мешочная дорожка. You love me? Ты уже, я не знаю какой, я уже все. Как я скучал по вам, парни. Теперь пора сваливать. Ну расширьте уже репертуар. Не, подожди, больше нет. Такой восторг, когда ты узнаешь в животном свои эмоции. Мужики, я же в вашей Танзании уже 3-й раз. Я уже и на Килиманджаро забирался. И в Дар-эс-Саламе был в столице, и на Ой. Ну, Иди, уже иди, как погуляй, родные. погуляй, Так, я умоляю, пожалуйста, Давай. пожалуйста. Это что за потасканная танзанийскими ручонками девочка? Так, во-первых, бусинка, вот те рыбные бусы. Низкий тебе поклон. С местного рынка. Низкий поклон. Во-вторых, Ну, да, давай. Все, теперь я спокойна. я не понимаю, что ты недовольна. Озеро широчайшее, природа красивущая, люди дружелюбные, животные удивительные, я великолепен, классика. Антош, мне все очень понравилось. Правда, спирт заканчивается. Тогда давай быстрей, а? Парни, рыбку, рыбку. Давай угощу. Танзания Попробуй, ну. удивительное. Озеро Держи. Танганьика тоже. Все, до встречи на следующем чуде света. Все.